Всем привет, дорогие друзья, hola amigos. Всем привет. ¿Qué tal? Muy bien. И tú. Мы сегодня идем в очень интересное место. Мы по-прежнему находимся в Пиренеях. Испании. В Испании, в Пиренеях, в каталонских Пиренеях. Там позади, совсем недалеко, Франция. Впереди у нас Испания. Ну, и это Испания. Сегодня мы пошли в один маленький населенный пункт, чтобы посмотреть. Мы хотим посмотреть, как в древние века вообще стирали белье. И вот приехали специально в этот городок, потому что здесь сохранилось место, где вот они стирали, вот это приготовленное. Хотим найти, посмотреть, и вам заодно покажем. Ну и вообще погуляем с вами по городку, посмотрим, как здесь живут в Пиренеях. Вокруг нас замечательные горы. Погода сегодня сейчас днем 25 градусов, ну а утром где-то бывает и 12, и 16, ночью даже 9. Поэтому в Пиренеи обязательно надо брать с собой зонтик, дождевик, хорошие кроссовки для похода в горы, рюкзачок, хорошее настроение и в воду. Как-то так. Так как мы в Пиренеях, а это горы, дорога у нас все время идет вверх. Поэтому нужно носить хорошую обувь и готовиться к тому, что придется подниматься. Круто. Что у меня спортивные сандали. Тоже спортивные сандали. Спортивные сандали, а еще лучше кроссовки. Вот такая красота здесь. Это просто рандомный какой-то городок. Растут розы. Ой, пахнут. Это чайные розы. Большие, красивые кусты. Посмотрите, красота. Выше меня ростом раза в 2. Я, кстати, взял бинокль с собой. Хочу вам запечатлеть. Розы шикарные. Причем это не выборочный какой-то куст отдельный. Здесь очень много таких пуэбло, красивых. Как сказала моя испанская соседка, которую мы прислали, она говорит, как красиво, хорошего вам отдыха. Мне очень нравится, что вам нравится. Вот так вот, много цветов, чистенько, аккуратненько. Все какие-то, чистые городочки, населенные пункты, все из камня. Сейчас наша дорога идет вверх, в гору. Красивый город. Алексей, за твоей спиной просто шикардосные виды. Виды на миллион. Кто-то скажет, а где туристы? Где туристы? Сейчас едят и спят. Сейчас время обеда. Смотрите, как красиво. Каждый хозяин ухаживает за своими местами, за своими... Ой, как красиво, обалдеть. За своими домиками. Я вообще по Испании вот такого не видела. Наверное, это самые красивые места. И это в Пиренеях. Нет, в другой части Испании я этого не видела. А вот в Пиренеях это очень красиво. Это что-то между Австрией, я не знаю, Финляндией. Это очень красиво. Очень ухоженно, может быть, я не знаю, Австрия, Швейцария. Вот что-то вот такое. Зеленое, красивое, ухоженное. Горы. Ого. Все сделано из камня. Вот это, наверное, старый, да? История. Подъем 45 градусов. Ага. Дом. Это дом. Там уже внутри. Сохранить, постелили, чтобы не разрушалось дальше. Старенький дом, точно. Вот так. История чьей-то жизни. Вот в этом доме. Какой-то семьи. Каких-то людей. Сейчас он уже зарос плющом. Да, вот тут вход был. Вот этот старенький дом. Двор. Уф. И отсюда открывались вот такие виды. Современный дом и паркинг, видишь? Да.
что это? Вот, древности здесь стирали все сельчане свои. Да ладно. вещи, да. Да здесь бассейн, здесь плавать можно. Нормы ГТО сдавать. Постирочная. Хошь пей, хошь стирай. Хошь нормы ГТО сдавай. Вода с гор, да? Вода холодненькая, да. Вот эта древняя была здесь постирочная. Ничего себе. Да, вода холодная. Как приятно. Ух ты. 1841 Приятненько. год. Осталось нам. Приятненько. Охладимся. Здесь можно плавать прямо. Вода леденючая. Такое ощущение, как будто только снег стаял. Да? Да, вот так настирывали полосами. Прикольно. Так что мы ходим, бродим по Пуэбло, по маленьким населенным пунктам Пиренеев, и везде встречаем воду, та, которую можно пить, которую подают в ресторане здесь бесплатно, если вы заказываете воду. Об этом нам говорил один местный житель. И вот эта вода вот чистейшая, такое ощущение, как будто ледники тают, и вот сейчас вот эта вода, она и охлаждает, и ну, вот приятно на самом деле. Здесь хоть купайся, но все чистенько, все аккуратненько. Местные жители все это берегут, туристы тоже. Поэтому, если вы будете путешествовать, относитесь ко всему с чистотой, с пониманием, с уважением. И обязательно изучайте испанский язык, потому что это открывает в Испании доброту общения, наверное. Хотя они могут вот здесь говорить и на французском, и английский предлагают язык. Но, тем не менее, вот приятно говорить на испанском языке. Вот такие места мы посещаем. Так что Испания, она различна, она разнообразна. Много интересных мест. И не упирайтесь только в то, что в туристических гидах написано посещать Виго или что-то еще. То есть можно посещать разнообразное. Но единственный минус, наверное, или особенность приехать в Пиренеи может тот, кто значит, уверенно чувствует себя водителем, уверенным за рулем. И кто не боится серпантинной такой вот витиеватой дороги. Потому что дорога сюда действительно, она такая сложная. Узкая, сложная, в горах, с поворотами резкими, с языками, с такими дорожными. Поэтому не каждый осилит, но зато это нам дает возможность увидеть вот такую красоту, доброту. И вот такую тоже красоту там в виде гор за спиной. Очень интересно и познавательно. Вот так. Мне нравятся здесь дома, домостроение. Мне нравится, что здесь очень чисто, что люди высаживают цветы. Даже, казалось бы, в нашем понимании, в самых маленьких деревушках. И везде все, в общем-то, украшено цветами. Все очень красиво. Нету собачьих экскрементов, плохого запаха, мусорных бачков вонючих. В общем, этого здесь нет. Очень чисто, аккуратно и красиво. Хорошо дышится, хорошо спится, хорошо отдыхается. Как зимой, так и летом. Каждый дворик украшен, в каждом дворике растут цветы. Вот удивительно, зимой же здесь снег и холодно, а летом, пожалуйста, то есть розы, герани, петуньи, в лесах ежевика, малина, водятся разные, ой, да, вот там тот самый огородик, чесночок, салатик, перчики, наверное, капустка. Ой, даже пальму кто-то посадил, ничего себе. Ага. Это черепичка? Это из черепицы или это слоистой породы камня? Угу. Пока мы идем по улицам, мы увидели очень интересные в домах такие сооружения. Вот это очень похоже, как будто бы холодильник такой сделан. Мне так кажется. А может быть, я не знаю, холодильник, да?
И вот это тоже. Ну, так как здесь зима есть, и это вот такие вот. Такой холодильник был в Санкт-Петербурге, в вашей квартире. Да, и он назывался Ленинград-1 или Ленинград-2. Не знаю, почему Ленинград, мои родители так назвали его. Был холодный, и мы складывали туда разные разности. С водой. Краник с водичкой. Свеженький, 2016 год написано. Там реставрировали. Берегут люди все. Все делают красиво, так с любовью. Камни, зелень, разные цветы. Маленькая деревушка где-то в горах, в Пиренеях. Где оптика в каждой деревне проведена. Слушайте, ну а кто хочет переехать сюда и купить себе старый дом, отреставрировать и сделать себе, я не знаю, фазенду какую-нибудь там, вот, пожалуйста, покупайте, почему бы и нет. Что только Астурия, там, или Галисия, там, Кантабрия. Вот, Пиренеи. Отремонтировал, сделал фазенду и живи с видом на горы. Впереди кафешки, ресторанчики, магазины с фруктами. Кстати, смотрите, часы работы с 9 до 13:30 и дальше сиеста. С 17 до 20 работают. Фруктики продают. Это деревня, так называемая. Ну и, конечно же, площадь, храм, церковь и ресторан. Леша, это деревня в горах. В горах деревня. Кстати, в прошлом году здесь ужинали. Там, наверное, администрация, может быть, нет, что-то висит или нет, это просто дома. Ага, ну вот как-то так. Наши наблюдения. В июле очень мало. Ну да, в июле поменьше туристов, кстати, наше наблюдение. А вот, ой, дом 1833 года, вот этот. Старенький домик, отремонтированный. Андрей какой-то построил, да. Сейчас июль месяц, туристов еще поменьше. А вот мы были в прошлом году в августе, и туристов было значительно больше. Так что в июле-то немножечко покомфортнее путешествовать. Ну, по погоде приятно. Если есть возможность такая. Ну, в августе будет массовый туризм, все в отпуск пойдут, и будет очень-очень много народу. Даже можно подстричься. Ну что, Алексей тут пообщался с местными жителями. Да, ну, почти стояли, местными. ну, Только погромче. 5 школьных товарищей, и мы разговорились, они рассказывают, что они, оказывается, ну, сам вот этот мальчишка был из Барселоны, которого родители отправили учиться в школу, и школа сейчас организовала летний лагерь. Школа во Франции. Школа во Франции, да, и их привезли назад в Испанию. Но он хорошо говорит и на французском, и на испанском. И объяснил, что с ними 3 преподавателя, они как скауты, у них там вот эти галстуки, там значки, все как положено. И вот он рассказывает, что за вчерашний день они прошли 20 километров. А сегодня они вот до обеда прошли 6 со своего кемпинга до этого города. То есть каждый день ходят. Но они не очень, делают. да, они не очень довольны, потому что много приходится ходить. Но зато, говорит, очень интересно. Говорит, мы без родителей, ну как бы вот такой именно такой пионерский лагерь. Ну, здесь действительно такая природа, что детей хорошо сюда отправлять. Все вот. довольные. Да, то есть мы видим здесь родителей с детьми из Франции, которые приезжают. Вот просто здесь, видимо, на природе, и цены доступные, и как бы природа хорошо, все чисто, аккуратно. Вот как-то так. А мы движемся дальше. Ну вот, короче говоря, мы выяснили, почему здесь чистенько. Во-первых, запрещено вот тут вот экскременты собачьи оставлять, ну, вообще выгуливать. Ну и вот тут кошек запрещено кормить, запрещено обижать. Что там еще? Мусорку их пускать. Да, то есть не мусорить. Условят мышей. Да. Ну вот как бы да. То есть надо контролировать их популяцию, но и убирать за своими собаками. И поэтому вот в городах вот так вот чисто. И в деревнях, в городах ничем не пахнет, ни мочой, ни, извините, экскрементами собачьими. Поэтому такая чистота. Короче говоря, это еще раз доказывает, чисто не там, где убирают, а где не сорят. Если люди приучены к этому, то, соответственно, у них и красота. Все можно сделать даже в маленькой деревеньке. Такую красоту. Например, хотят люди, выращивают цветы.
Абсолютно разные, красивые. Это бегония. Белая, красная. Так, еще хочу показать вид. Чей-то огородик, где выращивают разные вкусности, видимо. Вид на гору. И детская площадочка, на которой дети могут всегда поиграть. То есть даже маленькая деревенька имеет детские площадочки. Какой год? 1500? Как будто спящая красавица спит. 77-й? Часовня какая-то. Ого. Ой, да, там кто-то... Чей-то склеп, что ли? Какая-то часовенка, видимо. Вижу де Иисус. Нет, Иус. Вижу де... Санта-Мария де Иус. Неус. О, это мы обязательно посмотрим. Ну, домик за 40 кирпич есть. Зона какая-то продается. Так, продается двухместный гараж. 15 тысяч. А, это... Ну, гараж 15 тысяч. А 43 это финка. Ну, это финка. Земля. 135, пожалуйста, есть тысяч. 150. Могу сказать, что да, 240, кстати, уже куплено. Новый проект. 390 тысяч. Ну да, Ну, классно. домик, 250. 430. 430. Но здесь и не может быть дешевле. Это не, как бы сказать, не депрессивный. Там, где если 10, 15, 20. Это либо плохие районы в городах, в крупных городах, где неблагополучное жительство, либо депрессивные места. Депрессивные такие, знаете, Pueblo Feo, как говорят местные. То есть страшненькие, уродливые и непрезентабельные. И там, где нечем, в принципе, заниматься. Вот. По дешевке, ну, как говорится, можно... Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому, да, если привлекательное место, то и цена соответствующая будет. Франция здесь рядышком. И все, поэтому такое, наверное, похожее немножко на французское. Смотрите, мы гуляли сейчас с той стороны, прошли по этому маленькому населенному пункту. На самом деле, в нашем понимании, это деревня, но она в очень хорошем виде. Там есть рестораны, отельчики, мотели, разные всякие центры социальные, банки. Вот отель перед нами. То есть вы видели все, что здесь есть, перешли дорожку и вышли вот к этой горной реке. Горная речка с прекрасной чистейшей водой. На той стороне там есть спа-комплекс такой, как бы термальный. И различные достопримечательности, а также, наверное, туристические тропы какие-то, чтобы погулять по горам, посмотреть достопримечательности. Так что здесь можно, конечно, заниматься чем угодно. При этом я не популяризирую эти места, я даже не называю населенные пункты для того, чтобы как-то их не популяризировать, но просто показываем, что вот в Испании есть еще и Пиренеи, такие места, гористые места, где есть реки, прохладно, зелено, и это не только пляжи и пальмы, и песок, и море, но еще и много-много чего другого интересного. В том числе вот здесь очень-очень чисто. Чисто, приятно, свежо, хорошо спится, хорошо гуляется. Хотя нет, туда нет. Что видно, Алексей? Там защита наверху, видимо, чтобы лыжники не скатывались в эту сторону горы. Это прямо на верхушке горы? Самые верхушки такие, да, защитные. Улавливатели. Улавливатели лыжников, да? На горе есть дома. Где же ты бинокль-то надыбал, Алексей? Нам подарили. Нам подарили. Хотела бы я знать, что там видно. Видно очень хорошо.
Ой, это ты снова здесь стоишь. Знаешь, удивительно, в пещере ледник. Туда, видимо, солнце не попадает, там лед растущий. Прям снег. А где эта пещера? Вот там вот? Темная, которая. Вот тут вот, да? И вообще мне кажется, что его когда-то, видимо, там хранили, там холодильник использовали, там сено еще было. Такой голубой лед и белый вот с края. Как интересно. Интересно, да. Кстати, остановки здесь немножко отличаются от наших там на побережье. Так как здесь бывает зима и холодно, то Алса, кстати, Крыша, защита от ветра. то, кстати, тут ущелье, да, называется Вальдаран, я так понимаю. И тут можно ожидать. От снега закрыто, от ветра, от дождя, 10 автобусов в день. от всего. Отдыхаешь, ждешь автобус. 5 школьных. И, как говорится, тебя здесь не мочит. Как это у нас? Это у нас вечерняя прогулка. Что же делать здесь еще? Как только не передохнув после дневной прогулки, дневного пешего туризма, вечером прогуляться по этим городкам, чтобы посмотреть, как садится солнышко за горы, бежит река, шумит. Посмотреть на эти милые, красивые пиренейские домики. Пахнет приятно. Очень мне нравится, что городочки все зеленые. Кругом цветы. Садик, смотри, кусок скалы. Ага, вот еще вода течет. Просто течет водичка. Кран с водой. Ну, какая ледяная. Это ледяная, да? Значит, речка такая же ледяная, потому что тут у нас вода вот оттуда, с гор. Да. Идем в гору. Вот оттуда, снизу, мы пришли сюда наверх. Здесь даже просто по городу прогуляться, уже спорт. Старые домики, которые, наверное, еще при царе Горохе построены. Ну, построены, кстати, качественно. И жилье, кстати, здесь очень дорогое. Дома по 600, по 700 тысяч евро. Пятикомнатные, шестикомнатные. Вот вода течет откуда-то. А здесь есть целая информация. Дорога природная. Можно пройтись вот по таким дорожкам. Даже зимой. Такая вот роскошество такое. Телефоны, если нужно кого-то вызвать, информацию почитать. Короче, как-то так.
Сейчас я покажу, откуда мы пришли на самом деле. С самого низу. То есть мы вот, получается, мы идем как бы по жилому массиву, мы идем в гору наверх. И, кстати, вот видно, что, да, здесь зимой, наверное, оледенение, поэтому такие выемки на асфальте, вот такие полосочки, чтобы не забуксовать. Ага. Мы поднялись на высокую точку, как раз здесь зона пикника. С той стороны, кстати, тоже на склонах есть жилые какие-то массивы, туда тоже можно, видимо, прогуляться. И здесь вот она речка, вот оттуда течет прямо с гор. А там чьи-то дачи, наверное, местных. С гусями, лебедями и прочей живностью. Вот такой миленький городок. Таких здесь, в принципе, достаточно много. Меньше, больше, но не важно. Но вот это вот горы Пиренеи, каталонские. То же самое, можно сказать, почти это Андорра. Но мне здесь нравится больше у нас, вот тут вот в Испании. Здесь как-то больше простора, масштабнее, интереснее. Ну, каждому свое. То есть вот как-то так. Вечереет, и мы идем вниз. Наверху, на возвышенности нашего городка, где мы живем, вот можно погулять туда, ассерсендеризм, так называемый поход. А здесь площадка для пикника. Можно прийти и, расположившись в приятной зеленой зоне около горной речки, собственно говоря, что-то пожарить и отдохнуть. Вот я вижу, что здесь столики есть, их достаточно много. Там вот 3 барбекюшки, водичка. Представляете, это все на природе, можно сказать, в горах. Водичка течет. Ой, холодненькая. Это та, которая вот в той реке горной. Приятная водичка. И барбекюшки. Классно. Природа, конечно, шикарная. Отдых чем-то мне напоминает Финляндию. Карельские скалы. Не знаю, мне очень нравится здесь. Барбекюшки, кстати, не у каждого на даче есть такие. Большие, классные. Можно и шашлык жарить, и все что угодно. И красивая река. Практически мы, можно сказать, в горах. Люди освоились здесь. А вот там чьи-то дачи, какие-то гуси пасутся. Интересно очень. Как было, надо? Фабрика в Ельне, видишь? А, я помню, здесь 19 века. Где-то музей вот там. Дерево на месте. Ну что ж, мы прогуляли сегодня по этому городу милому. Дальше будем гулять. Путешествие наше продолжается. Будет очень много интересного. Мы хотим посетить массу интересных мест, которые войдут в следующие наши видео. Так что всем удачи, добра, хорошего настроения. Встретимся в следующих наших роликах отсюда, из Пиренеев.